Приветствую вас, дорогие друзья, у своего очага. У нас в семье есть традиция. Кто первый просыпается в выходной, тот и растапливает печь. Несложно догадаться, кто в нашей семье просыпается первый. Вы знаете, как легко и быстро почистить стеклянную дверцу? Нужно взять газету, скомкать ее, намочить обычной водой, и пока камин еще холодный, вытереть, окунуть газету в золу и золой протереть дверцу. Можно, конечно, испачкаться, если вы не боитесь. Видите, как я почистила свою дверцу? Очень хорошо там видно, как горит огонь. Друзья, золу выбрасывать не следует. Вы, наверное, знаете, что это очень полезное, особенно в грядках. Мы, когда перекапываем свои клумбы, грядки, приствольные круги деревьев, обязательно добавляем золу. И во время посадки овощей зола очень полезна. Очень любят грушевое дерево, когда щелочная почва, а зола именно делает почву щелочной. А вы знаете, во время войны, мне рассказывала мама, все тогда жили же очень сложно, и не было никаких моющих средств. А особенно тяжело было, когда нужно было стирать белье, свои вещи. И вот они золой, но не все, не и от всех деревьев, а фруктовые. Я уж сейчас точно не помню, либо это груша, либо яблоня. Они специально собирали золу от этих фруктовых деревьев, а потом добавляли в воду. Вода, наверное, становилась такой вот щелочной, мягкой. И они стирали свои вещи. Вещи, конечно, были все серые, но зато чистые, без насекомых. Представляете, она даже еще помнит свои детские стихотворения, которые они учили в школе, и басни. Если вам интересно, у меня есть запись, правда, 2-летней давности. Она читает басню Крылова. Очень интересно ее послушать. Даже помню стихотворения все почти, вот какие редко, вот как плакала Саша, как лес вырубали. Такой длинный я его помню, ей теперь его жалко до слез. Сколько там было кудрявых берез. Из-за старой нахмуренной ели, красные рози калины или ели. Там поднимался дубок молодой, птицы царили в вершине лесной. Понизу всякие звери таились, вдруг мужики с топорами явились. Лес зазвенел, застонал, затрещал, заяц, послушай, вон побежал. В темную нору забилась лисица, машет крылом осторожная птица. Как забыла, что случится с морой, что не в нору тянут, ползают свою нору, как-то забыла я уже. Да. Кончились поздно труды роковые, вышли на небо светила ночные, и над поверженным лесом луна остановилась круглая ясна. Повредили и ушли. Да. Потом это вот как совы этой попала, вороне. Вороне Бог послал кусочек сыру. Наели воронов, загромоздясь, позавтракать совсем уж собралась и призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехенько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица слышит, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороных глаз не сводит. И говорит так сладко, чуть дыша: голубушка, как хороша, ну что за шейка, что за глазки. Рассказывает так право сказки, какие перышки, какой носок. И верно английский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, что если сестрица, если ты бы у нас была царь-птица. Вещунина с похвалом кружилась голова. От радости в жабу дыхание сперло, и на приветствие лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, и с ним была плутовка такова. А вот сколько тебе лет? Что? Сколько тебе лет? Сколько мне лет? 91 и 4 месяца уже. Все сейчас есть. Только не хватает всем здоровья. Я вас благодарю за то, что вы присоединились к моему семейному очагу. И желаю вам всем крепкого здоровья. Не болейте, друзья, и берегите своих родителей.
особенно бабушек и дедушек. Им сейчас очень не хватает нашей заботы, нашего тепла, наверное, даже нашего внимания. Здоровья вам! Заходите почаще на наш канал, на наш семейный канал.